Здравствуйте, это Алекс Риппер. И я Пани Хардгор. Мы не виделись уже 2 года. За этот огромный срок мы многое осознали и решили поднять качество нашей работы. Отныне видео будут красивше, сценарий будет проработанный и прочие другие нюансы. За прошлый год вышло какое-то безумное количество игр по меркам игровой индустрии, пиксельных игр. Это такие игры, как To the Moon, Home, Hotline Miami, ну и, конечно же, Lone Survivor. И все они были хорошо оценены прессой. Hotline Miami была чуть ли не признана одной из лучших игр года. И сегодня речь пойдет о Lone Survivor. Сюжет Lone Survivor по концепции напоминает Silent Hill. Герой пытается выжить в знакомой ему локации, по которой шастают зараженные мутанты-зомби. Хотя на самом деле все это происходит у него в голове. Его выдуманный мир наполнен отсылками к его проблемам и психическим состояниям в реальной жизни. Соответственно, от игрока зависит, свихнется ли главный персонаж окончательно, или осознает все, смирится с произошедшим и продолжит спокойно жить. Мы управляем безымянным героем, которого игра в сообщениях именует «Ты», и который по ходу игры встречает несколько раз неизвестную ему девушку по имени Она. Помимо двух главных героев есть еще побочные. Это, например, директор, помогающий нам с продуктами и инструментами, Хэнк, это зараженный владелец оружейного магазина, который снабжает нас патронами. Ну и парочка странных персонажей. Это парень с коробкой на голове, странный старик. Также есть загадочный парень с бледным лицом, которого мы наблюдаем на экране всего лишь минуту, но при этом он точно вам запомнится. И, кстати, его главную фишку можно понять только пройдя игру до конца, так же, как и предыдущих двух героев. Каждый персонаж выделяется среди остальных и определенно запомнится. И нет ни одной стереотипной личности, кроме двух главных. Происходящее в самой игре мало продвигается, оно скорее постепенно раскрывает историю главного героя. Единственное, что происходит именно в голове героя, это исследование местности и препятствия, вроде неработающего лифта или закрытых дверей, разбавленными короткими встречами с некоторыми персонажами и диалогами. До самого конца игры мы вряд ли сформируем цельную предысторию, и концовка легко могла бы получиться глупой или скомканной. Но, к счастью, это не так. Все еще остаются вопросы насчет многих вещей, некоторых героев, но главная суть подана хорошо и понять ее несложно. Игровой процесс довольно контрастный. Действия чередуются между борьбой с монстрами и спокойным отдыхом в квартире. В плане борьбы с монстрами есть два пути, каждый из которых чуть ли не глобален для вашего психического состояния. Вы можете пытаться проскальзывать мимо врагов, прятаться от них, оглушать и пробегать, а можете забыть об аккуратности и стрелять по всему, что движется, с помощью пистолета, ведь это единственное оружие в игре. Оба способа не слишком мудреные, но и непростые. В боевой системе нет ближнего боя, и при отсутствии патронов вам придется бежать или смириться со своей смертью, ведь здоровья у вас мало. Стрельба в разные части тела тоже важна. Хедшоты ставят больше урон, хотя при этом враг должен быть близко. Выстрелы в ногу отталкивают их. Что же касается самих монстров, в игре их два вида, один из которых в каждой локации приобретает новые навыки, учится ползать по потолкам или плеваться в вас кровью. Вдобавок к ним существует два босса. Они не слишком сложные, но первого пройти можно отнюдь не с первого раза. Стелс заключает в себе отвлек внимания монстров, вскрывание от них внутри укрытий, чтобы пройти незаметно, оглушение сигнальными огнями. Система рассудка хорошо проработана, хотя влияет лишь на концовку и речь героя. Зависит она от кучи факторов. От того, как часто вы получаете урон, убиваете врагов или проходите незаметно, а также на многих особенных мелочах. Из всех них я хотел бы отметить два фактора. Во-первых, владелец магазина Хэнк. Если посветить ему фонариком в лицо, то он разгневается, попросит нас убрать его, и это понижает наш рассудок в плохую сторону. Также есть растение Чак, которого можно ежедневно поливать, и тогда это наоборот повышает наш рассудок. Но также можно использовать на нем ножницы, срезать его, и это наоборот очень сильно понижает рассудок. Также есть много, как я уже сказал, других таких факторов, и все они указаны в статах после прохождения игры, после концовки. В мирных локациях, то есть в нашей квартире, герою предоставляют шанс отдохнуть, поспать, предварительно приняв таблетки, приготовить себе с утра завтрак, кофе, поиграть в GameJoy, проговорить с котейкой, почитать комиксы. Кстати, интересный факт. На портативной игровой приставке GameJoy мы играем в Soul Brothers, которая является одной из игр Джаспера Берна, создателя игры. Первые 2 часа игра постоянно вносит что-то новое в геймплей. Да и в принципе игра длится столько, сколько нужно, 3 часа. За это время она не успевает наскучить, проходится на одном дыхании. Единственная проблема игры – это баланс сложности в последней локации. Первые 1,5 часа довольно сложная, но в городе у вас появляется чрезмерное количество патронов. Та же проблема была замечена мною в Cry of Fear, где
сначала был жестокий хоррор, а после этого нам дали пистолет, мы начали всех мочалить. Даже во время прохождения стелсом это поможет, так как патроны можно поменять на сигнальные огни. Хотя это блеклый минус на фоне всего остального. Одной из примечательных фич является телепортация через зеркала, с помощью которой можно перемещаться из любого места с зеркалом в квартиру и обратно. Другая фича — наличие большого количества дополнительных заданий, о которых вас никто не предупредит. Например, Хэнку, который просит нас приносить ему таблетки, можно давать микстуру, чтобы он поправился. Или можно приютить кошку, аккуратно подобравшись с ней и накормив консервами. Игра богата такими моментами и мелочами, не обязательны к прохождению, и их классно находить. Перемещение по 3D миру в 2D сделано качественно, и в пространстве быстро учишься ориентироваться. Парочка интересных фактов. Когда Lone Survivor нашла свою аудиторию, у Джаспера Бёрна взяли интервью, где спрашивали про игру разные интересные моменты, и один из вопросов был таков: почему в игре нету неиспорченного молока? И Джаспер ответил на это с юмором, но это было чистой правдой. Он говорит: я просто не люблю молоко. На вопрос, почему в игре так много вяленых осьминожек, или просто осьминожек, я уже не помню, как они там называются, он ответил, что его жена японка, и поэтому в игре так много осьминожек. Игра оригинальна по жанру, и в голову сразу не придет, с чем можно ее сравнить. Единственный претендент — Silent Hill благодаря концепции. И не зря, ведь изначально Джаспер хотел сделать именно ретро-ремейк второго Silent Hill'а. Если подумать, в игре очень мало звука как такового, и все звуковые эффекты можно пересчитать по пальцам. Это, например, звук действия, то есть когда ты что-то подбирает, звук выстрелов, стоны монстров и еще парочка. Если же вы ждете в пиксельном инди-проекте озвучки, вы псих. Ну и, конечно, основным звуком является постоянный гул на заднем плане. В кино его обычно используют для пущего напряжения, и здесь он тоже сильно напрягает. Но, наверное, Бёрн этого и добивался. Таким образом, благодаря малому количеству звуков, их получилось выполнить на очень достойном уровне. Но самое главное — это, конечно же, музыка. Она здесь бесподобна. Люди, которые реально увлекаются игровой индустрией, должны знать, что Джаспер раньше был музыкантом. Он играл электронику около 10 лет. Параллельно увлекался разработкой игр, и вскоре родился Lone Survivor. А родился он под очень красивую заглавную композицию, которую написал сам Бёрн. Готов поклясться, что могу слушать ее отдельно, чем в общем и занимаюсь. А у Алекса она вообще раньше стояла на будильнике, а это круто, уж поверьте. Про звук все, но хотелось бы сказать, что к уже упоминавшейся Hotline Miami, которую мы упоминали в начале как одну из лучших игр прошлого года, Бёрн тоже приложил свою руку и подарил игре саундтрек. Что можно сказать про графику в пиксельной игре? Для этого есть очень правильное слово – приятное. И приятное тут абсолютно все. Спрайты, иконки, бэкграунды, анимация героев и монстров. Причем анимация тут очень правильная. У главного персонажа она очень плавная, а у монстров наоборот дерганная и состоит из малого количества кадров. В игре очень хорошее освещение, хотя это не особо заметно, так как его мало. Собственно говоря, сам фонарик, иногда бывают вспышки и тени. Еще стоит отметить, что когда у нас в руках карта, мы на нее смотрим, то при свете все очень понятно и ясно, но при этом, когда мы стоим в тени, то все размыто и непонятно. По поводу атмосферы. На протяжении всей игры чувствуется недосказанность. И за счет этой недосказанности Lone Survivor вызывает это странное чувство, когда что-то внутри, где-то вот между шеей и грудной клеткой бурлит, после чего переходит в руки и в ноги и вызывает такую маленькую мышечную боль. Чаще всего люди называют это восторгом, но я называю это просто странным чувством, и Lone Survivor одна из тех игр, которая вызывает этот восторг. Но Lone Survivor как хоррор не совсем удался, потому что в самой игре реально пугают ровно два момента, которые являются скримерами, причем чистой воды, то есть это с громким звуком и чем-то неожиданным. А все остальное, то бишь стоны монстров, как выглядят монстры, к этому привыкаешь буквально за час игры, и больше это не тревожит. Эта игра у меня есть в Стиме, и при этом я ее проходил более 2 раз, то есть для меня это очень-очень-очень необычно. И входит как раз в список игр, которые у меня есть на Steam, я проходил больше 2 раз. А это, поверьте мне, очень короткий список. Каждое из 3 прохождений, не сказать, что было по новой, но определенно мне не было скучно. Если бы меня попросили поставить этой игре с лету оценку, то я бы поставил 10 баллов. Если подумать аналитически, то игра в плане хоррора не удалась, хотя в жанре есть это слово. И есть небольшой дисбаланс в последний час игры. Значит, игра получает 9,5 баллов. Лично для меня игра стала нечто особенным, потому что я мало играю в инди-игры. Последнее, что мне очень запомнилось, это был Лимпа, который я так и не прошел до конца. А Lone Survivor мне рассказал Алекс. Я лично в нее не играл, я смотрел его ноу-коммент. Эта игра стала нечто новым для меня после Лимпа.
и она вселяет те же чувства, то есть это такое чувство одиночества. Я не могу ей поставить оценку, потому что она очень своеобразная, и я не прошел ее до конца лично, а следовательно, я не могу о ней говорить настолько, чтобы поставить ей оценку или что-то в этом роде. Если хотите узнать мое мнение, мне было интересно узнать, как Алекс играл в нее. Так что, если вы хотите получить определенное мнение по поводу этой игры, вы должны ее скачать или купить. Я настаиваю, чтобы вы купили ее, а не скачали, потому что такие игры достойны того, чтобы продюсировать их своими деньгами. И знаете, что каждый потраченный вами рубль или любая денежная единица, она идет в копилку людей, у которых есть талант, которые могут сделать такие же отличные игры, как Monster Hunter. How are things on the West Coast? I hear you moving real fast.